шумном центре Нью-Йорка, неподалеку от Таймс-сквер, на холодной каменной ступеньке сидел мужчина в потертой куртке вместе с 8-летним сыном. Мужчину звали Майкл Харрисон, и он владел сетью престижных гостиниц, чья стоимость измерялась миллиардами. Рядом сидел мальчик по имени Дэниел, тихо наблюдавший за спешащими прохожими. Люди проходили мимо, кто-то бросал несколько монет, кто-то отводил взгляд, но большинство делали вид, что не заметили их присутствия. Майкл вовсе не оказался на улице по воле бедности. Он сознательно создал для себя и сына образ бездомных. Все это было частью его отчаянного желания найти женщину, которая смогла бы проявить искреннюю доброту и заботу о мальчике, не зная о его настоящем положении и богатстве семьи. Почти 2 месяца он проверял людей, но встречал лишь равнодушие и холодные взгляды. Однажды к ним подошла Эмма Коллинз, уборщица из недорогого отеля неподалеку. Измученная после длинной смены в простой униформе, она остановилась, наклонилась к мальчику и спросила, не хочет ли он есть. Денег она не достала. Вместо этого женщина открыла свой рюкзак и вынула единственный перекус — скромный бутерброд, который приготовила себе на ужин, и протянула его Дэниелу. Для Майкла этот момент стал переломным. Эмма не искала выгоды, не обращала внимания на отца, видя лишь ребенка, которому нужна помощь. Но Майкл не знал, что она узнала его с первой секунды. Женщина видела его фотографии в новостях и понимала, кто перед ней. Просто сделала вид, что не узнала, ведь для нее важен был мальчик, а не фамилия или деньги. Эмма жертвовала не из изобилия, а из собственной нужды, и в этом заключалась настоящая ценность ее поступка. Майкл же понял, что все это время он играл в бедность, тогда как она ежедневно жила в условиях, где каждая копейка имела вес, сохраняя при этом человеческое достоинство. Так началась история о миллиардере, его сыне и женщине из простого отеля Нью-Йорка, которые нашли друг в друге то, чего каждому из них не хватало. Искренность, заботу и дом, который строился не на деньгах, а на маленьких, но настоящих проявлениях доброты. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.